В этом выпуске вас ждут удивительные стелы майя в Киригуа, величественные пирамиды древнего города Тикаль в Гватемале, а также наше путешествие по Белизу до мексиканской границы. Подписываемся на канал, ставим лайки. Друзья, мы наконец-то добрались до первого поселения майя. Теперь мы будем чаще посещать такие места. Это археологический комплекс, он небольшой, примерно на 1,5 часа. Мы приехали вчера вечером, здесь же заночевали, и сегодня пойдем посмотрим. Он отличается от других тем, что здесь нет пирамид, здесь есть стелы, которые, в принципе, должны нас поразить своей красотой. Посмотрим, как это выглядит. А сейчас мы пойдем за билетами, которые стоят для туристов 80 местных тугриков, а для местных всего лишь 20, то есть в 4 раза меньше. Это благодаря, как я почитал в отзывах, благодаря американским туристам, так как они цены все для них завысили, и, соответственно, мы тоже попали под этот гнет и будем платить. Но у нас есть небольшой лайфхак. Мы попробуем сейчас им воспользоваться. Это по рекомендации Филиппа. Мы сейчас его применим. Вдруг поможет. Посмотрим, как это будет функционировать. Мы зашли в парк. И здесь одни, ни одного туриста нету, только мы. Очень классно, когда приезжаешь рано утром, все свободно, гуляешь как хочешь, смотришь. Действительно, здесь огромные стелы, таких мы, наверное, больше нигде не увидим. Выше 10 метров и расписаны со всех сторон. Сейчас мы пройдем немножко дальше, посмотрим некрополь. Кстати, лайфхак Филиппа сработал. Мы зашли очень дешево. Вот. Будем пробовать и дальше использовать его, потому что дальше цены будут только расти. И негуманная. И поэтому он нам очень пригодится, надеюсь, и в будущем. Это место, спрятанное в джунглях Восточной Гватемалы, кажется, дышит тайнами. Но главное сокровище Киригуа не руины пирамид, а его каменные гиганты, стелы майя, не имеющие равных в мире. Киригуа расположена в живописной долине на берегу реки Мотагуа, и хотя это малый археологический комплекс по сравнению с другими городами майя, такими как Тикаль или Паленке, он может похвастаться впечатляющими памятниками. Что нас действительно поразило, это самая высокая стела. Она возвышалась подобно каменному обелиску. Ее высота более 10 метров, а вес около 60 тонн. Мы замерли, запрокинув голову. На поверхности розоватого песчаника будто оживали мифы. Резьба изображала правителя в пышном головном уборе из перьев кицаля с символами власти в руках. Каждая складка одежды, каждый иероглиф были высечены с ювелирной точностью. Стелы Киригуа не просто памятники, это грандиозное полотно, где искусство сливается с историей. Прогуливаясь по парку и наслаждаясь живописными пейзажами, мы заметили, как природа тесно переплетается с историей. Зеленые деревья создавали идеальный фон для древних строений. Здесь мы почувствовали дух майя, как будто они все еще сопровождали нас своими мудрыми глазами, наблюдая за современными исследователями. А еще здесь есть зооморфы. Это такие каменные скульптуры в форме мифических зверей. Один из них напоминает гибрид ягуара и крокодила, обвитого змеями. Такие символы власти и космологии вы не встретите больше нигде. В то время как многие другие города фокусировались на строительстве пирамид и храмов, Киригуа акцентировал внимание на монументальных скульптурах. Мы поднялись на Акрополис, и перед нами открылось место, где жили обычные жители. Были постройки, там сейчас находятся стелы. Высота Акрополиса небольшая, метров 15, наверное. Вот сейчас мы по нему пройдемся. Здесь практически ничего не сохранилось, небольшие стены и парочку помещений, может быть. И все, и пойдем уже к нашему автобусу, поедем дальше. Заплатили мы всего лишь как местные жители. Четверть от туристической цены. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Am I ever gonna get there?
Am I ever gonna get there? После парка мы отправились в небольшую деревню на берегу живописного озера, в уютную марину. На рыбном рынке купили свежие креветки, только что привезенные местными рыбаками, и, вернувшись домой, приготовили рис с ананасами по-тайски. По пути к знаменитому городу Тикаль мы сделали остановку в уютном городке Петен, расположенном рядом с городом Флорес в Гватемале. Здесь нас ждали яркие улочки, вымощенные камнем, и цветные домики, словно расписанные палитрой красок. Туристы выбирают Петен за его уникальную атмосферу и близость к историческим памятникам, таким как Тикаль. Лайфхак нашего друга Филиппа заключался в том, что мы подготовили специальное письмо с обращением от нашего клуба путешественников с просьбой оказывать содействие и поддержку в нашей экспедиции. Это подразумевало получение скидок на входные билеты и другие услуги. Однако, когда мы приехали в Тикаль, этот номер, к сожалению, не сработал. Тем не менее, это не испортило нашего настроения. Мы все равно с радостью отправились исследовать величественные руины и насладиться историей и красотой этого потрясающего места. Ну что, друзья, мы добрались до первого большого города Майи. Это Тикаль. Находится в Гватемале. Как вы слышите, здесь очень много птиц, попугаев больших кричат. Это вот первая пирамида. Она частично раскопана. А народу мало, потому что мы пришли очень рано, после 6 утра. Основная масса людей приходит после 8. Но мы ночевали прямо здесь, на территории, поэтому нам вход разрешен с 6. И тут мы в гордом одиночестве гуляем по городу Майя, Тикаль. Билеты сюда стоили примерно по 20 евро с человека. И плюс за ночевку мы еще заплатили $15, чтобы могли запарковать машину. Здесь специально есть кемпинг. Минимум удобств, душ, туалет и все, пожалуй. Но большая зеленая площадь. В джунглях много нераскопанных пирамид. Сзади меня находится одна из таких вот. Мы буквально за 5 минут прошли около 5 или 6 штук уже. Вот такие холмики, заросшие деревьями. Вот напротив еще одна стоит. Их не раскапывают, потому что на это нужно много средств. Вот, наверное, со временем и их когда-то раскопают. Так что сокровища все еще лежат внутри. Идем по тропе в джунглях. Нашли лисички. Ну и как настоящий белорус, конечно же, надо с собой их забрать. И на супчик режь. Нож доставай быстрее, пока никого нет. А нож-то мы взяли. Мы свернули на какую-то маленькую тропу в джунглях. Здесь несколько кицалей летает. Очень хорошо рассмотрели. Да, кицаль это не только птица, но еще и в Гватемале это название денег кицаль, а также она находится на гербе страны. Надо от комаров попшикаться. Давай. Фу. Это, наверное, одна из самых красивых троп по джунглям в нашем путешествии. Огромное количество птиц, комаров. Но тропа просто сумасшедшая. Животные бегают всякие. Хорошо, что никого нет. Нам кажется, что по этой тропе особо туристов не водит, потому что она маленькая, мы случайно на нее забрели. Вот. Пойдем дальше, посмотрим, куда она выведет, мы еще не знаем. И нам кажется, что эта тропа еще осталась со времен Майи, потому что кое-где попадаются обработанные камни. Ну что, мы добрались до центра Тикаля. Здесь находится несколько больших пирамид. Народ уже начинает подползать потихоньку. Но солнца нету, будем ждать солнца, чтобы была красивая картинка. Но, наверное, к тому времени будет все заполнено людьми здесь. А пока вот наслаждаемся пением птиц.
Тикаль – древний город майя, который когда-то кипел жизнью, а теперь прячется в чаще, как заброшенная сказка. Тикаль огромный, его площадь 16 километров квадратных. Тут больше 3000 построек, храмы, дворцы, площади. Самые высокие пирамиды, храм Великого Ягуара, почти с 15-этажку, и храм масок, как 12-этажный дом. В лучшие времена здесь жило до 100 тысяч человек, целый мегаполис древности. Майя ушли отсюда к X веку, и джунгли быстро спрятали город под собой. В 1848 году местные охотники случайно наткнулись на пирамиды, но по-настоящему изучать Тикаль начали только в 20 веке. Археологи срубали лианы, откапывали камни и находили плиты с надписями. Оказалось, тут правили цари с крутыми именами, вроде «Повелитель какао». Почему майя бросили город, точного ответа нет. Ученые спорят, то ли засуха из-за изменений климата, то ли земля перестала плодородить, то ли люди передрались между городами. Скорее всего, все вместе, как снежный ком проблем. К IX веку Тикаль опустел, и джунгли его проглотили. Итак, перед нами карта этого района. Мы остановились здесь, вот в кемпинге. Потом пошли пешком вот так. Прошли в самый центр, посетили центр и пошли вокруг. Сначала сюда, потом здесь прошли. Здесь срезали вокруг этих пирамид. Сюда. И сейчас находимся в самой дальней точке, вот здесь. Потом пойдем мы сейчас обратно к центру, здесь еще немножко потусуемся и вернемся обратно на паркинг. Вот такой план у нас. Вперед! Местные шепчутся, что в пирамидах живут духи-ягуары, которые умеют превращаться в людей. На рассвете, если повезет, тени храмов складываются в гигантского змея. Это бог Кукулькан, напоминает о себе. А еще говорят, под гробницей одного царя есть вход в подземный мир майя. Сейчас Тикаль – это парк и памятник ЮНЕСКО. Мы залезли на самую высокую пирамиду. Сверху видно, как солнце подсвечивает верхушки древних храмов, а джунгли шумят внизу. Кажется, будто майя только вчера ушли, оставив свои тайны, и эти камни до сих пор о чем-то шепчут. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Cause I'm trying to find my place. And I heard a man once say, son, you gotta run your own race. Don't you ever stop. No, don't you ever stop. Am I ever gonna get there? Это, конечно, один из самых красивых городов майя, который мне нравится. Поэтому всем советую посетить обязательно. Получите незабываемые эмоции. Пару часов мы добирались от Тикаля до границы с Белизом. Дорога в некоторых местах была очень плохой.
Друзья, мы заехали в Белиз после Гватемалы. Все эти страны очень маленькие, довольно-таки быстро их проезжаем. А в Белизе мы будем не больше недели. Заезд в Белиз показался сначала простым. Мы очень быстро, буквально за 5 минут прошли в Гватемале выезд, адуану и, в смысле, таможню и паспортный контроль. И такие радостные, ой, как быстро. Но как только мы произносим, как классно, сразу происходит негатив. Мы сели в машину и уже не смогли выехать через шлагбаум буквально в сторону Белиза из Гватемалы. Нам сказали стоять в сторону. Едет большой негабаритный груз. И вот такая огромная платформа, длиннючая, метров 30, наверное. Какую-то технику везли закрытую. Она буквально вписалась кое-как в габариты этой проездного места. Мы ждали на минут 20, по миллиметру протиснулась. И только тогда мы выехали из Гватемалы и заехали в сторону Белиза. А в Белизе начался у нас геморрой. Посмотрели удивительно на паспорт гражданки Беларусь и сказали: а вам нужна виза. Вот. На что мы сказали, что у нас есть там шенгенская виза, по которой можно без визы. Она ее нашла, говорит: да, можно. А где вы будете жить? А давайте распечатку отеля. Мы говорим: мы на автодоме, у нас кемпинги и все такое, мы не можем заранее. Она говорит: не, нифига, идите, бронируйте, распечатывайте и приносите. Мы, наверное, целый час сидели, искали отель, который можно забронировать и в этот же день отказаться. Ну, в конце концов, я нашел. Пошли искать, где можно это распечатать. А это только можно было на стороне Гватемалы. Мы пешком прошли через границы, распечатали, вернулись обратно, даем ей. Она такая: нужно не на испанском, а на английском. Давайте, валите опять. Ну, кобздец, короче. Мы вышли, сели. Я начал искать перевод. Тут тетя к нам подходит одна из таможни и говорит: ребята, что у вас? Я показал ей вот так и так, вот, мол, требует. Она такая, она не знает ничего, все у вас нормально, у вас автодом, вам ничего не нужно. Сейчас мы вам все сделаем. Пошла, все оформила, выдали нам, поставили нам печати на въезд. Пошли, мы прошли таможню, там все было быстро, оформили автобус. И вот мы спустя 3 часа в Белизе едем по направлению пещер, если мы их найдем. У нас интернета пока нет, поэтому небольшие трудности. Но я думаю, что все получится. Все. Въехать на кольцо через 3 километра и выполните 3-й съезд. Следующая страна у нас Мексика будет. Буквально максимум через неделю. У нас все по плану. Вперед! Мы захотели посмотреть одну из самых известных пещер – Актун-Туничиль-Мукналь. Однако, когда мы почти доехали до конца дороги, нам сообщили, что из-за большого количества дождей доступ к пещере закрыт. Summer is always surprising me in just a bit. It's mid-July, then it's gone, and I haven't moved on. Summer is always confusing me. Honestly, I thought I'd feel warm, but I'm cold. It's getting old. Деньги Белиза. Курс 1 US-доллар, 2 белизских доллара. У них до сих пор Елизавета на купюрах, как британская колония. И на копейках тоже. Да. А здесь, смотрите, звери Белиза. Прямо набор туриста. Здесь какая-то гробница даже. Майя. И здесь еще тоже развалины майя.
Заехали на ферму в Тбилиси, купили моцареллу, домашний творог, все домашнее, мороженое обалденно вкусное и йогурт. Йогурт у нас называется фрукт. Суап? Соап. Такой зеленый, колючий. Вот, сейчас будем Здесь пробовать. плантации этого фрукта большие, Да, мы конечно. проезжали. Белиз просто божественный. И за все это мы заплатили 11 US долларов. Вот, нормально. Сегодня сделали сырники из вчерашнего фермерского творога. Обалденные, вкуснее, чем дома. Получились вообще просто бомбастические. Класс. И также мы не смогли доехать до кемпинга на берегу моря. Дорогу уничтожили ливни. Но Белиз все равно впечатлил. Джунгли с пальмами вдруг сменяются сосновыми лесами. Воздух пахнет жасмином и смолой. Лианы висят на хвойных ветках. Даже размытая дорога стала частью этого буйства. Она напомнила, что природа здесь не покоряется, а живет по своим законам, сохраняя дикую гармонию, ради которой стоит мириться с любыми неудобствами. Lost in your gaze, lost in wonder. Your eyes like starlight, pulling me in this crowded room. Our dance begins. You're the only one, the rhythm of my heart. World can be cold. Наш путь лежал через Белиз-Сити, и уже на въезде город показал свое лицо. Мы попали на огромное старое кладбище, где надгробия стояли даже между полосами движения. Казалось, что город начинается с напоминания о том, насколько здесь все опасно и непредсказуемо. Когда мы двинулись дальше, атмосфера не стала легче. Узкие дороги, дома с облупившейся краской, колючая проволока, заколоченные окна, граффити на стенах. Люди смотрели из-под лобья с каким-то напряженным вниманием. Туристов здесь немного, и те, кто проезжает через город, и явно не горят желанием остановиться. Белиз-Сити живет в ритме день-ночь, четко разделяет зоны безопасности и опасности. Чем ближе вечер, тем больше вероятность оказаться не в том месте. Здесь правят банды, и даже полиция, кажется, действует осторожно. На улицах слышны разговоры на смеси английского и креольского. В воздухе пахнет чем-то жареным и горьким. Этот город не место для праздных прогулок. Он суров, реален и беспощаден к тем, кто не знает его законов. Мы не стали испытывать судьбу и поехали дальше, оставив позади это мрачное и тревожное место. Но далеко уехать нам не пришлось. В ближайшем же лесочке, обогнав на мотоцикле устрашающего вида чернокожие, попросили у нас за проезд по 30 баксов с человека. Так что имейте при себе оплату в виде газового баллончика, биты или смекалки. К вечеру мы добрались до запланированного кемпинга, который находился на окраине испаноязычного городка. В Белизе государственный язык – это английский, и народ живет обособленно. Эта деревушка отличалась добродушными и приветливыми людьми. Это было лучшее место ночевки в Белизе. 2 дня ресторан при кемпинге был закрыт из-за выборов, и нам никто не мешал наслаждаться дикой природой в этом месте. Здесь нам удалось увидеть несколько новых видов птиц, которые имели необычную раскраску, а также в реке водились большие черепахи и крокодилы.
что, друзья, мы пробыли в Белизе ровно неделю. Сейчас находимся недалеко от границы и минут через 20 уже будем проходить контроль. Сегодня переночевали в удивительном месте. Случайно вечером подъехали в этом городе на берег. И там оказался большой частный дом с огромной территорией. И владелец, увидев нас, сказал: заезжайте ко мне на территорию, будет еще более безопасно, чем здесь. Переночуйте. Мы заехали туда, там оказались еще канадцы на своем автодоме у него. Огромный дом на берегу моря. Супер атмосфера. Говорит, пользуйтесь чем хотите, все бесплатно. Вот. Мы, как обычно, как это часто бывает у нас, забыли все это заснять. Теперь приходится вот рассказывать. В этом городке проживает в основном латинос, что гораздо безопаснее для нас и спокойнее. Об этом мы уже рассказывали вам. Поэтому сейчас будет граница. Будет очень интересно в плане... она не такая простая. Там надо платить много денег на мексиканской границе. Поэтому мы сейчас все тонкости узнаем. И как переедем, все расскажем. Это уже будет заключительная испаноговорящая страна на этом континенте. Но она очень большая, поэтому будем там долгое время по ней ездить. Хотим увидеть все. У меня есть много интересных наметок. Так что все впереди. Мексика зовет, ждет нас, друзья. Ну и вас тоже. Присоединяемся, смотрим.